Всем привет, друзья! Меня зовут Catfish Studio, и с сегодняшнего дня я запускаю первую рубрику в игре CarX Drift Racing 2 на своем канале. Прочитав множество комментов у себя под роликом, я начал замечать то, что очень много людей не знают, с чего вообще начать в CarX Drift Racing 2 и как дойти до тех вот парных заездов, которые в будущем могут просто превратиться в киберспортивную дисциплину. Исходя из всего этого, я просто решил сделать рубрику, которая будет состоять из энного количества серий, где я создаю новый аккаунт в CarX Drift Racing 2 и начинаю постепенно доходить до парных заездов и турниров прям с самого нуля, вместе с вами, без доната, без дрифтбоксов платных, только лишь используя все то, что дает нам игра абсолютно бесплатно. Ну что ж, давайте приступать. Ну чё, народ, погнали на... Чуть-чуть поморочись с регистрациями и созданием новых почт, и я все-таки смог зарегистрировать новый аккаунт в CarX Drift Racing 2, который был абсолютно пустой, и я просто покатался немного на нем в одиночке, чтобы настроить управление. Как вы можете заметить, аккаунт полностью нулевый. Тут даже уровня нет, клуба потому что закрыты вон, нету ни валюты, ни машин, абсолютно ничего. И да, давайте начнем этот путь. Пока что у нас есть машина Хачироку. В народе это Toyota AE86, та самая, на которой могут дрифтить только боги. Ну мы-то чё с вами? Только зашли в игру, и игра нам уже дает эту машину, намекая нам на то, что мы тоже с вами можем. Да-да. Как мы видим, серебра у нас и голды нема, поэтому вот эти вот все спорт-покрышки и слики нас пока что не интересуют вообще. Будем юзать только лишь стриты, потому что они дешевые. И все, чтобы нафармить валюту на покупку следующего автомобиля и прокачку этого. Начинаем мы с того, что ставим себе цели. На эту серию у меня цель подфармить серебра и голды для того, чтобы сделать наш хач побыстрее и чтобы он хоть как-то держал угол. Заходим в одиночные заезды, и игра нам предлагает вот такие вот задания, за которые мы и сможем получать по-быстрому серебро и голду. Начинаю просто кататься в одиночке на разных конфигах, проходя эти задания, тем самым повышая свой уровень в игре. А как нам известно, за новые уровни дают всякие новые награды и открываются режимы игры, в которых мы в дальнейшем и будем принимать участие. Продолжаем катать конфиги, чтобы зарабатывать внутриигровую валюту, потому что, как мы видим, наша AE86 вообще не едет и не имеет никакого абсолютно выворота. Грубо говоря, мы на ней просто пока что мучаемся. Накопив немного серебра и голдишки за эти задания, ставим хоть какие-то прокачки на наш автомобиль. Поставив все это, теперь нам бы хоть чутка его поднастроить, правильно? Заходим в настройку, и да, я не умею вообще настраивать машины в CarX, поэтому будем просто делать так, чтобы наша машина ехала чутка пободрее и легче крутила колеса по асфальту, так как у нее мощей не хватает. Сделаем задние колеса поменьше, поуже, передние пошире и побольше, чтобы поворачивало хотя бы туда, куда мы хотим, правильно? Обязательно карабас завариваем наш диф, чтобы зацепы вообще поменьше было, и, конечно же, убираем массу с нашей точилки. Не забываем про тормоза. Угу. Так, ну вроде все. Наша машина чутка поподрее должна стать и покруче. Поэтому приступаем к новым заездам. Заходим в события, которые проходят в CarX каждые 2-3 дня. Как мы видим, событие предлагает нам различные награды за очки EP, которые мы и будем получать в конце заезда. Нас здесь интересует пока что только серебро и золото. Ставим наши стрит-колеса и начинаем ездить это событие, фармя очки EP, которые и принесут нам валюту, благодаря чему и прокачаем наш первый автомобиль. И да, не забываем про то, что в событии тоже есть задания, за которые дают больше очков для его прохождения. Ну, чтобы просто побыстрее его пройти и все. Так, пока у нас закончился бензин, нам надо навести чутка красоты на нашем автомобиле. Все-таки ездить на нем нам придется достаточно долго, да? Начнем с дисков. Как мы знаем, разные диски имеют разный зацеп и разные рычаги, о чем я говорил в моем вот этом вот видосе, который у вас сейчас в подсказке справа сверху вылетел. Да. Мне больше всего заходят вот эти диски, поэтому берем их и ставим. Тем более они еще и самые дешевые. Теперь давайте чутка подмарафетим нашу AE86, покрасим ее в мой любимый цвет. Не забываем про диски. И вы думаете, что я это делаю чисто для красоты? Да, конечно, эстетика, это все круто, там все дела. Но в игре-то у нас еще есть всякие достижения, которые помогут нам нафармить серебро и золото побыстрее, чтобы дойти до более крутого автомобиля и показывать людям, кто тут батя, правильно? Красим тачку, накидываем простенькие винилы для красоты, получаем ачивки и забираем все награды в достижениях. Также в игре у нас есть наши любимые фанаты, которые все текут от того, какая у нас тачка красивая и мощная. Ну да.
Пока что она у нас не такая, но мы стремимся к этому, чё. Чтобы заработать фанатов, как раз таки мы и красили нашу тачку. То есть покрасками убили сразу 2 зайцев. Хапанули награды за ачивки, плюс коэффициент набора фанатов. Заходим в одиночку и начинаем скупать конфиги, на которых у нас есть эти фанаты. И будут в ближайшие дни на них они спавниться. Постоянно катаем на этих конфигах, где можно собрать этих фиолетовых чубриков, благодаря чему повышаем свой процент заработка серебра, что дает нам возможность быстрее купить новую машину. Ну что ж, за эту серию мы смогли понять, что от нас требуется делать, чтобы фармить валюту в игре в каком-то виде, да? Навели марафет нашему автомобилю, прошли какую-то часть события, получили серебро и золото, а также забрали награды за ачивки. Теперь мы понимаем, что нам надо набирать фанатов, чтобы получать больше серебра за заезды и прокачивать свой уровень в игре. В следующей серии мы попытаемся с вами уже поставить на нашу AE86 более благоприятную настройку ProDrift 3, на которой мы уже сможем вытворять хоть какие-то вещи. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкос этому ролику, пишите в комментах, понравилось ли вам это или нет, ждите новую серию, всем пока-пока!